don't do it. The morning calls, baby, you know that I won't pick up at the moment. Друзья, а вы знали, что в Корее во многие рестораны корейского барбекю вас не пустят, если вы пришли один? А все потому, что вы займете стол на 4, а закажете всего на 1. И ресторану это просто невыгодно. Иногда они делают исключения, но ставят условия. Делай заказ минимум на 2. Но что делать, если вы интроверт, либо приехали в Корею в одиночку, а пожарить мясо очень хочется? Отличная новость. В Корее есть такие барбекю-рестораны, которые рассчитаны на 1 человека. Всем привет, друзья! С вами Денис Ким. Вы на канале Foodcore. Устраивайтесь поудобнее и давайте начинать. Я сейчас нахожусь в районе Сонсу, это очень такой красивый и классный район, бывшая промышленная зона, а сейчас же здесь очень много модных бутиков, уютных кофеен, красивых ресторанов, творческих лавок. Говорят, кстати, здесь очень часто проводят кей-поп-айдолы свои мероприятия, что-то празднуют. В общем, район однозначно интересен, поэтому, если вы будете в Сеуле, обязательно зайдите. И сейчас я направляюсь в место, которое называется Когет-ба, что дословно переводится как мясной бар, и там именно я попробую этот формат заведения, где вы можете заказать барбекю на 1 человека. Если быть честным, то на первый взгляд дизайн ресторана, конечно же, совсем не впечатляет. Какое-то полуподвальное помещение со стенами цвета дешевой мебели, но как только ты видишь индивидуальные места, сразу ловишь себя на мысли. А ведь уютно сделано. Тут электронное меню, как и во многих корейских кафе, и на самом деле это очень удобно. Сразу же оплачиваешь, и к тебе на ленте приезжает твой заказ. Если рядом кто-то подсядет, всегда можно отгородиться деревянной шторкой. Я заказал мясной сет из 2 видов свинины и мраморной говядины. Грибы, соусы идут в комплекте, а также я отдельно заказал себе рис. Поначалу кажется, что тебе всегда чего-то не хватает. Например, приборов. Но на самом деле все под рукой. Надо лишь порыться в ящиках, которые тут повсюду. Друзья, мне очень нравится место, оно такое здесь атмосферное, и несмотря на то, что это бар для одиночек, здесь на самом деле очень много приходят именно ребят с парами, либо просто друзьями. Ну что, давайте приступим к жарке. Я на самом деле очень предвкушаю результат. Ну что, первая партия мяса у нас практически приготовилась. Осталось чуть-чуть подождать, и будет вкусно. Ну что, господа, настало время попробовать первый кусочек мяса. У меня здесь, смотрите, как суши. На самом деле это очень удобно. Я сейчас это сделаю вот таким вот образом. Видите? Смотрите, что у меня получилось. Мясное суши. Кимчи. Жалко, нет листьев салата. Ничего страшного. Так, у меня грибочки почти поджарились. Я заказал себе сет. Здесь у меня самгёпсаль, моксаль. И еще мне 2 небольших кусочка говядины положили. В принципе, мне кажется, на 1 это нормально. Примерно выходит где-то 250-300 граммов мяса и плюс еще рис. Я думаю, я этим вполне наемся. Тут, кстати, прикольный бар, который имеется в виду самообслуживание. Вы можете подойти, набрать себе там перец, вы можете набрать себе чесночок, можете набрать кимчи. И все это безлимитно, естественно. Пока у вас жарится мясо, набираете себе эти панчанчики и, соответственно, этим потом закусываете. Так, ну что, настало время говядины. Давайте я ее макну в соус. Там есть еще, кстати, соль, всякие другие соусы, масло кунжутное. Но я люблю самджан, поэтому сейчас буду есть с ним. А когда едите самджан, что надо? Обязательно закусывать чесночком. Грибочек вот поджарился у меня. Блин, королевскую вешенку я просто обожаю. Мясное суши только теперь с говядиной. Ну, потрясающе, друзья. Мне очень нравится формат заведения.
Знаете, что мне не особо понравилось в здешнем мясе, что оно очень тонко нарезано. Гриль прикольный, маленький такой, компактный, но из-за того, что мясо слишком тонко нарезано, оно как будто какое-то... Готовится быстро, но не такое сочное, как хотелось бы. Вообще, на самом деле, формат заведения, он, конечно, прикольный, но все время здесь ощущаешь некое стеснение, потому что место, за которым вы сидите, оно такое маленькое, не особо, ну, казалось бы, на первый взгляд кажется уютным, но все равно рядом, если кто-нибудь сидит, тоже это... Короче, здесь нет чувства уединения, несмотря на то, что ты сидишь один. И все время есть ощущение, вот я сейчас, например, себя снимаю, и у меня появляется, знаете, такое небольшое ощущение, что я, возможно, кому-то мешаю. Рядом парень сидит, он регулярно на меня оборачивается. Возможно, ему просто интересно, а возможно, он думает, блин, выбрал, типа, не самое удачное место рядом с какой-то говорящей башкой, который нарушает мое единение. Но, надеюсь, это не так. Я забыл рассказать, здесь еще есть разного рода соусы. Например, вот есть фирменный данного заведения соус. Я вот сейчас попробую именно с мясом. Еще здесь есть чили масло, а еще есть кунжутное масло. И это очень удобно, не надо идти к стойке. Ну вот качукару тут есть. Я так понимаю, намешать с помощью этих соусов, масла и так далее себе какой-нибудь интересный прикольный соус. Соль, конечно же. И последнее, это, как ни странно, не черный молотый перец, а именно белый перец. В общем, как я и говорил, берете тарелочку и с помощью этих масел и непосредственно специй мешаете себе какой-нибудь свой соус по вкусу. Я ошибся, черный перец тоже есть. Вот он, мельница стоит, только она что-то, видать, болеет или что, перемотана скотчем. Скотч наше все. Работает, не работает. О, работает. Смотрите, она еще и светится. Прикольно. Тут все продумано на самом деле. Мне это нравится. Нравится! Мне еще к мясу подали два соуса. Точнее, один это васаби, а второй это просто какой-то майонезно-сладковатый. Короче, похож на 1000 островов, но здесь еще есть лучок. Ну, кстати говоря, вкусный соус. Надо попробовать макнуть в него мясо. Чуть-чуть. Прекрасно сочетается. Вот королевская вешенка, и не просто так ее подают здесь в барбекю-ресторанах, потому что это реально отличное сочетание с мясом. Соус бомба. В принципе, знаете, я наедаюсь. Если бы не взял рис, наверное, бы сидел бы сейчас полуголодный. Но у меня вот еще, смотрите, сколько мяса. И смотрите, сколько риса еще. Вот. По идее, я вот это сейчас доем и наемся. Перчик, самджан, обязательно. Обожаю это сочетание. На самом деле, вот эта подача вместе с рисом, который, знаете, слеплен как под суши, это прям, ну, для меня это прям находка. Я, наверное, дома также буду делать теперь порционно, когда готовлю для себя. Смотрите, ну это прям реально очень удобно. Взял, положил сверху мясо, обвернул его, так скажем, и все, и ешь. Очень классно. Крутая идея. Я думаю, самое время попробовать их вот этот вот фирменный соус заведения. Маслянистый немножко. Пахнет немножко уксусом. Ну, знаете, всегда вот эти вот соусы для мяса стараются делать немножко кисленькими. О, слушайте, очень вкусный соус. Кисленький, но сладковатый, очень похож на барбекю, но не барбекю. Мне нравится. Нравится! Я вам, кстати, не все показал. Смотрите, здесь можно заказать шин-рамен. Ну, это я рис заказал. А смотрите, вот здесь вот есть щильби кимчи-чиги. Чтобы вы понимали, щильби кимчи — это самый острый вид кимчи. Вот, если смотрели ролик, где мы сквозь его пробуем, вот это вот не заказывайте, оно очень острое. Но губы жжет на самом деле. Яйцо можно заказать, рис отдельно еще. Обычно, знаете, такой в пялке положен. Ну и, конечно же, напитки. Соджи есть, соджи есть. Как-то так, друзья. Простенькое меню, но очень классное. Здесь вот есть, смотрите, большой сет на двоих, но это вот для столиков, где сидят 2 человека. А есть еще, смотрите, более дорогие сеты. Это именно премиальная говядина, мраморная. Знаете, что мне еще понравилось в этом месте? Вот этот вот гриль, он сделан прикольно. Смотрите, вот эти вот щели, это, короче, вытяжка. То есть, когда вы жарите мясо, и у вас начинает появляться дым, он весь, короче, вытягивается через вот эти вот отверстия. Потому что, если вы обратили внимание, здесь нету какой-то такой, знаете, вытяжки, трубы обычно, которые опускают в барбекю-ресторанах. А вот эти вот отверстия, это реально прям, ну, гениальное изобретение, я считаю. Трапеза моя заканчивается, подходит к концу, и, знаете, я наелся. Здесь очень классно выверено, так скажем, в порции. И я вот вроде заказал один сет на одного человека, и мне, в принципе, достаточно. Доволен этим местом.
Оно такое необычное, очень такое стесненное, но тем не менее, вот если вы один и хотите пожарить корейское барбекю, то приходите, я уверен, для вас это тоже будет очень интересный опыт. А еще я обратил внимание, что здесь достаточно громко играет музыка. Мне это не особо нравится. Не очень! И, возможно, это сейчас сказывается как-то на звуке. Я понимаю, почему это сделано так, чтобы люди здесь не задерживались. Знаете, как в фастфуд-ресторанах. Важно, чтобы вы поели и сразу ушли. Для того, чтобы усилить вот это вот желание уйти, обычно делают музыку громче. Мне это не особо нравится, но что поделать. Такое вот заведение. В принципе, вот парень рядом сидел, он зашел, быстро поел, минут, наверное, 15, и все, и пошел на выход. Почему бы и нет? Друзья, давайте поделюсь своими впечатлениями. Они у меня немножко такие скомканные, знаете ли. Дело в том, что несмотря на то, что место такое, знаете, уникальное, интересное, я бы сказал, даже, наверное, атмосферное, мне не понравилось мясо. Ну, то есть, само его качество, несмотря на то, что там есть и премиальные виды мяса, зря они вот нарезали его очень тоненько. Я вполне понимаю, почему, потому что мы все-таки находимся в туристическом районе, и сюда наверняка заглядывает очень много людей, которые, ну, не умеют хорошо и правильно жарить мясо, и они переживают, что они пожарят его как-нибудь там, не дожарят, в общем, и кто-нибудь отравится. Не хотелось бы, чтобы такой опыт у кого-то был из посетителей из данного заведения, но вот все-таки это сказывается в том числе и потом на качестве готового продукта. Друзья, вот такое короткое видео сегодня вышло, но я надеюсь, оно вам понравилось, и вы обязательно поставите ему лайк, а также подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Ну а в комментариях напишите, доводилось ли вам бывать в подобных заведениях, не обязательно в Корее, но может быть где-нибудь в Китае, либо в Таиланде. Ну а я напоминаю, что с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр, и увидимся в следующих роликах. Всем пока!